Ты не выбираешь, в кого превратится твой страх. Иногда он носит твой голос, иногда твое лицо. Когда мы впервые встречаем Бобби Сингера, он кажется типичным представителем охотничьего мира. Мрачный, саркастичный, вооруженный знаниями и дробовиком. Его дом не просто убежище, а библиотека выживания, в которой каждая книга пропитана кровью, а каждая заметка – это чья-то последняя надежда. Но за этой броней человек, который однажды сказал себе: «Я больше не позволю себе чувствовать», потому что чувство для него – это то, что делает тебя уязвимым, а уязвимость уже однажды стоила ему всего. До того, как стать охотником, Бобби был обычным мужчиной. Обычный, но с теми же демонами, что потом буквально начнут преследовать его. Он жил с женой Карен, и несмотря на бытовые трудности, пытался быть тем, кем общество назвало бы нормальным. Но все разрушилось в одну ночь. Когда Карен стала одержимой демонов, Бобби был вынужден убить ее собственноручно. Этот момент стал не только точкой невозврата, но и рождением нового Бобби, того, кого мы узнаем в сериале. С этого дня он перестал быть мужем, человеком, другом. Он стал функцией, охотником, исследователем, тем, кто знает. И что страшнее всего, тем, кто никогда не прощает себя. Его прошлое пропитано виной, глубокой, цепкой, бессонной. Он винил себя за все, за смерть жены, за свои ошибки, за то, что не был отцом, хотя мог быть. Особенно за то, каким отцом он не стал. В одной из самых душераздирающих сцен сериала мы узнаем, что у Бобби был конфликт с собственным отцом, жестоким, жестким человеком, который считал эмоции слабостью. Бобби клялся себе, что не станет таким, но именно страх повторить судьбу отца стал его внутренней клеткой. Он отказался от мысли иметь детей. Он решил, что лучше никого не любить, чем полюбить и причинять боль. Эта установка стала его проклятием и его смыслом. Он построил вокруг себя эмоциональный бункер. Он помогал другим, но никогда не просил помощи. Он учил, но редко делился своим собственным страхом. Он был рядом, но всегда на расстоянии. Даже когда судьба свела его с Сэмом и Дином, даже когда они стали еще ближе, чем кто-либо за всю жизнь, он все равно не позволял себе быть по-настоящему с ними, потому что в глубине души считал, он не заслужил ни прощения, ни любви. И все же он любил, беззвучно, неловко, через грубость, сарказм, ругань и бессонные ночи, проведенные в поисках способа спасти мальчиков. Его любовь была изломанной, но реальной. Она не кричала, она просто была. Он никогда не говорил «я тебя люблю». Но когда Сэм и Дин падали, когда весь мир отворачивался от них, он всегда оставался. Его голос был в телефоне, его следы в каждой строчке охотничьего дневника. Он стал тем, кто больше всего боялся стать – отцом. Только не по крови, а по выбору. И возможно, именно этот выбор был для него самой мучительной формой искупления. Внутри Бобби живет рана, которая не затягивается. Рана прошлого, в котором он слишком поздно понял, что любовь – это не слабость, это сила, которая делает боль стоящей. Но это осознание пришло слишком поздно, и потому он живет в режиме постоянной компенсации, как будто каждое спасение жизни других приближает его к прощению самого себя. Но может быть дело не в прощении, может быть дело в том, что он никогда не перестал быть тем мальчиком, которого отец называл ничтожеством. И всю жизнь Бобби Сингер, вооруженный солью, латынью и сарказмом, пытался доказать хоть кому-то, хоть себе, что он все еще достоин быть любимым. Он не умеет говорить «я люблю тебя», он просто оставался, пока не умирал кто-то другой. Если часть первая – это тишина боли, то часть вторая – это ее крик. Не открытый, не громкий, а завуалированный гневом, упреками, резкими словами, которыми Бобби пытался удержать мир от разрушения. Его речь была наполнена сарказмом, его глаза усталостью, а сердце хроническим страхом потери. Но именно этот страх делал его таким живым, таким человеческим, таким незаменимым.
Бобби никогда не стремился быть отцом. Он не готовился к этому, не строил планов, не мечтал. Его путь к отцовству не был биологическим, он был эмоциональным, духовным, вынужденным и добровольным одновременно. Когда Дин и Сэм остались без Джона, мир не предложил им безопасной гавани. Он дал им Бобби, человека, который ругался, кричал, пил дешевый виски и строил баррикады не только из книг, но и из своих эмоций. И именно он стал их домом. Бобби не был мягким и не хотел быть. Он считал, что слабость убивает, что сочувствие– роскошь, которую нельзя позволить, когда ты охотник. Но в его жестокости была скрытая забота. Он никогда не говорил «горжусь тобой», но каждое его действие кричало об этом. Когда Дин умирал, Бобби бился как раненый зверь, чтобы найти способ спасти его. Когда Сэм терял себя, он стоял рядом, даже если не понимал, как помочь. Он не был идеальным отцом, но он был. А этого в жизни Винчестеров было достаточно, чтобы называть его семьей. В каждом разговоре с мальчиками ощущалась двойственность. Он мог назвать их идиотами, прокричать «что вы, черт побери, натворили?», а через минуту вложить в руки зачарованное оружие и сказать «если пойдете, я прикрою». Он был резким, потому что был напуган. Он знал цену потери. Он видел, как умирают те, кого он любит, и поэтому его любовь всегда шла через боль, через жесткие слова, через бессонные ночи, через бесконечные попытки не привязываться и неизбежную привязанность. Психологически, Бобби– это человек, которого нельзя назвать просто строгим отцом. Он человек-парадокс. Он одновременно чувствует себя недостойным любви и отчаянно нуждается в ней. Он отталкивает, чтобы не быть покинутым. Он защищает, чтобы самому не сломаться. Он помогает, потому что только так чувствует, что заслуживает жить. И все же внутри него копится нечто опасное. И это гнев. Он не вспыльчив, но он накопительный. Бобби злится не только на демонов, монстров и ад. Он злится на отца, на судьбу, на себя. Он злится за то, что потерял все, прежде чем понял, как это было важно. И этот гнев иногда прорывается. Он может разбить бутылку, выстрелить, закричать. Но за этим всплеском только слезы, которые он не может позволить себе показать. Бобби страдает посттравматическим синдромом. Он живет с хроническим чувством вины, с потерями, которые никогда не отпускали. И все, что он делает, это способ не сойти с ума. Помогать другим, заботиться о мальчиках, искать выходы, спасать мир – это не только геройство. Это его способ выжить, удерживая баланс на краю собственной душевной бездны. Но, несмотря на все это, он остается, он продолжает, он не сдается, и этим он отличается от других. Он не просто человек, переживший ад, он человек, который выбрал не быть равнодушным, даже когда это проще. Он выбрал заботиться, он выбрал быть рядом, он выбрал любить, пусть и не вслух. Его отношения с Дином особенно драматичные. Это два упрямых мужчины, которых судьба заставила стать отцом и сыном без слов, без формальностей, без признаний. Они кричат друг на друга, обвиняют друг друга, но когда один падает, другой стоит над ним. Бобби понимает Дина как никто другой. Он видит в нем не только охотника, но и израненного мальчика, который никогда не знал, что такое безусловная любовь. И, быть может, именно в этих тихих, непризнанных связях Бобби нашел то, чего всю жизнь боялся. Семью, которая не уходит, даже когда ты ошибаешься. Он был лоялен, не слепо, не фанатично, по-настоящему. Лоялен не к поступкам, а к людям, к сердцу, к сути. Он знал, что Сэм и Дин ошибаются, но оставался, потому что в мире, где предательство – это норма, он стал исключением. Он стал тем, кто держит мир на своих плечах, даже если никто не просит, потому что так легче, потому что если он нужен, значит он еще жив. Когда ты умираешь, ты должен отпустить. Но что, если тебя ничего не держит, кроме твоего собственного сердца? Смерть – это конец для большинства,
Но не для Бобби Сингера. Его конец стал началом новой формы бытия, без тела, без дома, без покоя. Потому что Бобби тот редкий человек, который даже после смерти не позволил себе уйти, пока те, за кого он чувствовал ответственность, еще были живы. Его убийство – это не просто сцена, это трагедия в тишине. Один выстрел, и вся его жизнь, полная незавершенной любви, несказанных слов и непрожитых чувств, заканчивается. Но самое страшное не смерть. Самое страшное – это то, что остается после. Боль, которую невозможно выразить. Мы видим, как его душа отказывается уйти. Он становится призраком, и в этом решении квинтэссенция всей его сущности. Бобби не остался призраком из страха или мести, как это бывает с другими. Он остался, потому что не мог позволить себе покинуть своих мальчиков, его проклятие и его дар. Он хотел убедиться, что Сэм и Дин смогут выжить. Он хотел быть уверен, что они не умрут в одиночестве, что кто-то все еще будет рядом, даже если этот кто-то невидим, бессилен, забыт. Это не просто любовь, это безусловная, посмертная, саморазрушительная верность. На психологическом уровне его отказ уйти – это отражение глубочайшей травмы, ощущение, что он никогда не был достаточно хорош. Даже после смерти он продолжает верить, что не выполнил свою миссию, что не был до конца тем, кем должен был быть. Он не может отпустить, потому что не прощает себя. Он не закончил быть отцом, не сказал всего, что должен был, не спас всех, кого хотел, и поэтому остается. В состоянии призрака Бобби переживает нечто ужасное. Он становится тем, кого всю жизнь пытался уничтожить. Но, в отличие от других духов, его душа не отравлена яростью. Она пропитана невысказанной любовью. Он не преследует, он защищает. Он не разрушает, он наблюдает. И все это без возможности коснуться, сказать, вмешаться по-настоящему. Он тень, которая ходит по комнатам, где когда-то звучал его смех. Он взгляд, спрятанный за зеркалом. Он память, которая не может забыть. И в этой форме, духовной, невидимой, раскрывается трагическая суть Бобби Сингера. Он всю жизнь был призраком, даже при жизни. Он не позволял себе быть полностью живым, потому что жил в прошлом, в потере жены, в вине перед ребенком, которого никогда не имел, в страхе, что любовь – это дверь, за которой снова будет боль. Его смерть просто сделала это буквальным. Но Бобби не остался навсегда. В конце концов он уходит. Не потому что кто-то его выгоняет, а потому что он сам выбирает уйти. Этот выбор и есть его освобождение, его прощение самого себя. Он понимает, что сделал все, что мог, что Сэм и Дин уже не дети, что он был для них больше, чем отец, что он не обязан быть бессмертным, чтобы остаться в их сердцах. И в этом кульминация всей его души. Он не уходит с триумфом, он не получает хэппи-энда, он просто растворяется, тихо, скромно, без пафоса, как жил, как любил, как прощал. Смерть Бобби – это не финал, это трансформация. Он становится не просто воспоминанием, а наследием. Его книги остаются, его дом остается, его фразы, интонации, привычки – все это живет в Сэме и Дине. Они злятся, как он, шутят, как он, живут, как он учил, с болью, но не с пустотой. И может быть в этом и есть самая великая победа Бобби Сингера. Он не стал героем в глазах мира, он не получил оду, он даже не похоронен с почестями, но он стал тем, кого будут вспоминать, когда темнота сгустится. Он стал тем голосом, который звучит в голове, когда хочется сдаться. Ты идиот, но ты мой идиот, вставай и сражайся. Иногда самое смелое, что можешь сделать, это просто остаться рядом, даже когда ты больше не нужен.